Когда впервые смотришь на звездную ночь Ван Гога, кажется, что перед тобой просто вид ночного неба с вихрями облаков и огнями города. Но за этим волшебным пейзажем скрывается нечто большее. Коллекционеры, искусствоведы и даже криптографы десятилетиями пытаются разгадать, действительно ли знаменитый художник зашифровал в своей картине тайное послание. Во второй половине XVIII века, когда Винсент ван Гог создавал это произведение, он уже находился на грани нервного срыва, а его письма брату Тео были полны тревоги, отчаяния и необычных мыслей о мироздании. Первые слухи о существовании кода стали появляться сразу после смерти художника в конце XVIII века. Один итальянский искусствовед Альберто Дита, исследуя коллекцию писем Ван Гога, обратил внимание на странные совпадения между описаниями снов художника и завитками в небе картины. Дита первым выдвинул гипотезу. Возможно, художник действительно пытался вложить в полотно не только чувства, но и скрытое послание. Его утверждение поддержали и коллеги из Франции. В письмах Винсента были обнаружены странные фразы, напоминающие зашифрованные сообщения, где подчеркивалось значение чисел и форм. В XIX веке шифровка посланий на холсте казалась невозможной выдумкой, но с началом XX века интерес к кодам и шифрам стремительно рос благодаря расцвету криптографии. Картину «Звездная ночь» начали тщательно изучать с помощью луп и микроскопов в Лувре. Некоторые детали выглядели на удивление необычно. Казалось, будто мазки кисти образуют не только хаотичные узоры, но и определенные символы, которые могли быть известны только самому Винсенту. В 30-х годах XX века появился новый виток. Американский физик Роберт Миллер попытался наложить на изображение карту расположения звезд. Выяснилось, что звезды на картине соответствуют их реальному положению на небе июня 1889 года. Но самая странная находка ждала исследователей среди завитков в центре неба. Некоторые линии повторяли форму современных чисел и букв латинского алфавита, хотя Винсент утверждал, что не дочитывал свои письма до конца, чтобы не отвлекаться на детали. Швейцарский математик Жан Эрнст внимательно рассматривал рисунки, сделанные углем на обороте холста. Он обнаружил необычные последовательности фигур, совпадающие с рядами чисел Фибоначчи, известной математической последовательностью, что еще больше подогрело интерес к теории шифра. Удивительно, но именно Фибоначчи неоднократно упоминался Винсентом в письмах к брату. Более того, в завитках на небе оказалось возможно выделить сегменты, которые совпадали с логотипами алхимических обществ того времени. Появились энтузиасты, которые пытались прочитать «Звездную ночь» как музыкальную партитуру. Музыкальные критики из Англии утверждали, что определенные завитки напоминают линии нотных станций, а форма городских домиков выстроена по ритму, близкому к известной песне народных музыкантов того периода. Эти смелые гипотезы заставили крупные музеи Европы провести собственные исследования. Была проведена рентгенография картины, позволившая обнаружить под слоями краски странные ориентиры и отметки. В последние десятилетия XX века интерес ученых подогрела сенсационная находка архивной группы из Нидерландов. Они нашли рукопись, где Ван Гог описывает идею скрытого порядка природы. В этой рукописи он признается, что тайно мечтал зашифровать в своих картинах глубокие следы Духа Вечного. После этого начался настоящий бум по поиску скрытых посланий не только в «Звездной ночи», но и в других работах Винсента. Когда кажется, что о полотне сказано все, появляются новые детали, которые заставляют взглянуть на знаменитую картину под совсем другим углом. Особенно если знать, что именно скрывается внутри тех загадочных мазков, которые обычный зритель никогда не замечает. Если присмотреться к «Звездной ночи» не глазами обычного зрителя, а исследователя, сразу бросаются в глаза детали, которые легко пропустить при беглом взгляде. Начать хотя бы с домов на переднем плане. Они кажутся просто элементом пейзажа, но при увеличении выясняется, их окна расположены не хаотично, а по четкой линейной последовательности. Французский искусствовед Жан-Поль Море в 1953 году XX века провел сравнительный анализ положения окон с последовательностью простых чисел и доказал, что расстояние между ними строго повторяет интервалы между первыми числами в ряде Эратосфена. Интересно, что это совпадение было подтверждено буквально через несколько лет командой из Массачусетского технологического института, использовавшей компьютерное моделирование для сопоставления геометрии окна и математических закономерностей. Кроны кипарисов, которые пронзают небо прямо посреди полотна, вызывают особый интерес у ботаников.
В 1970-м биолог Линда Грей из Лондона наложила на форму дерева схему ветвления живых кипарисов у дома Ван Гога в Арле. Оказалось, что ветви на картине полностью повторяют неестественную схему, ассоциирующуюся с древними символами трансформации и вечности из герметической традиции. Символика кипариса, как растения, связывающего землю и небо, давно отмечалась у мистиков Европы, но в «Звездной ночи» этот элемент обрел еще более необычное значение, ведь корни дерева нарисованы так, что будто сливаются с линиями на дороге, как будто это не просто дерево, а своего рода ключ к разгадке общей композиции. Однако по-настоящему поразительным открытием стал анализ самих завитков неба. Физик Ханс Беннингер из Мюнхена использовал технологию ультрафиолетовой съемки. Под лучами проявились дополнительные слои краски, невидимые для глаз. В завитках оказались спрятаны крошечные, почти микроскопические, линии, напоминающие коды, используемые в ранних телеграфных сообщениях. Особенно выделяется фрагмент над самой яркой звездой. Линии образуют нечто похожее на латинскую букву «С» и перевернутую «Л». Позднее криптографы из Оксфорда попытались трактовать эти знаки как часть зашифрованной фразы и даже предложили несколько расшифровок, среди которых был вариант «spero lux», что на латыни означает «я надеюсь на свет». Любопытно ведут себя и звезды в верхней части картины. Американский астроном Чарльз Лэнг обнаружил, что среди 12 изображенных светил только 7 соответствуют реальным звездам и планетам, видимым ночью в июне 1889 года. Остальные 5 точек не имеют астрономических аналогов. Они образуют на небе странную пентаграмму. При наложении схемы пентаграммы на карту расположения зданий в городе Сен-Реми, где жил Ван Гог, оказалось, что точки совпадают с местоположением 5 главных церквей города. Это открытие поставило искусствоведов в тупик. Был ли это сознательный намек художника или результат бессознательной мистической одержимости, как считали его современники? Рентгенографический анализ, проведенный в Музее современного искусства в Нью-Йорке, добавил новую интригу. Под слоями голубой краски обнаружены фрагменты старой подписи Винсента, написанные по диагонали так, что они читаются только в зеркальном отражении. Этот почерк не похож на классическую подпись художника, найденную на других его полотнах, и, возможно, содержит дополнительные зашифрованные знаки. Рядом с подписью проступили очертания 2 кругов, которые при разметке совпадают с расположением 2 движущихся комет, зафиксированных в европейских обсерваториях в том же месяце, когда создавалась картина. Мало кто замечает и загадочные мазки в районе холма на заднем плане. Они необычно сгруппированы и при детальном рассмотрении напоминают греческие буквы альфа, омега и редкую фи, которая использовалась алхимиками для обозначения завершения процесса. Немецкий историк искусства Вольфганг Хоффман выдвинул гипотезу, что этот мотив указывает на начало и конец. Возможно, намек на библейский текст или шифр, относящийся к поиску истины в искусстве. Не обошлось без секретов и в цветовой палитре. Технология спектрального анализа, примененная в начале 21 века, выявила, что в некоторых областях полотна используется уникальный пигмент, который в сочетании с золотом создает иллюзию мерцания. Этот эффект не воспроизводится ни на одной из других работ Ван Гога и, по мнению исследователей, был добавлен намеренно, чтобы привлечь внимание именно к определенным частям картины, участкам, где завитки пересекаются с силуэтами домов и практически сливаются с горизонтом. Все эти странные, порой необъяснимые детали, которые обычный зритель просто не видит, складываются в ощущение многоуровневого кода, как будто Ван Гог спрятал в живописи целый язык, который еще только предстоит разгадать. Но самое невероятное ждет тех, кто рискнет искать смысл не в отдельных деталях, а в таинственной взаимосвязи всех символов, спрятанных между мазками. Ведь именно там, по мнению энтузиастов, прячется настоящая загадка «Звездной ночи». Следуя увлекательной дорожке открытий, внимание исследователей сосредоточилось на самых загадочных элементах — завитках ночного неба. Именно здесь эксперты начали искать те самые тайные символы, которые могли бы быть ключом к шифру, заложенному Ван Гогом. Ближе к середине 20 века французский криптограф Жак Луассон первым попытался наложить на завитки сетку, использовавшуюся для дешифровки старых морских карт. Оказалось, что 2 основные спирали в небе практически точно повторяют структуру двойной спирали ДНК, открытой поколением позже.
Это породило волну сенсаций среди биологов, ведь картина была создана задолго до того, как ученые узнали о строении жизни на молекулярном уровне. Но на этом странности не закончились. В 70-х годах XX века группа студентов из Гарварда провела эксперимент. Наложила на изображение завитков сложные математические сечения, использующиеся при кодировании радиосигналов. Оказалось, что точки пересечения линий на холсте совпадают с координатами мест в деревне Сен-Реми, которые были связаны с личной жизнью Ван Гога. Дом, где он жил, лавка аптекаря, любимая скамья в городском саду. Каждый такой элемент, как выяснилось позже, сопровождался в письмах художника особым словом-шифром, не встречающимся больше нигде. Особую роль сыграли исследования американского математика Джорджа Уайтли, который в 90-х наложил на завитки неба так называемые «золотые спирали» — математические построения, основанные на числе Фибоначчи. Результат оказался потрясающим. Направление мазков в каждом завитке строго соответствовало вековой системе, использующейся для зашифрованных писем. Более того, в центре самой крупной спирали отчетливо просматривался вытянутый ромб. Символ, который встречался в документах тайных европейских обществ XIX века и был знаком алхимиков как знак сохранения тайн. Знатоки истории искусства из Италии выявили еще одну странность. При определенном наклоне холста к свету в завитках проявлялись едва заметные буквы, которые складывались в латинское слово «initium». В переводе это означает «начало». Итальянский архивист Марко Россини проследил переписку Ван Гога и обнаружил, что в одном из писем к Тео художник говорил о желании начать нечто новое в искусстве. Эта находка подтвердила гипотезу о том, что завитки не случайны, а имеют своеобразный кодовый смысл. Среди необычных гипотез выделяется и идея испанского историка Рауля Кастро. Он заметил, что части завитков можно сопоставить с фрагментами старинных ивритских букв. Кастро провел компьютерную реконструкцию и вычислил, что комбинация этих фрагментов позволила бы собрать слово «алам», что означает «вселенная». Некоторые религиозные ученые увидели в этом прямую связь с библейскими представлениями о мироздании, которые, как известно, интересовали Ван Гога в период написания картины. Не менее поразительным выглядит версия, появившаяся после анализа ультрафиолетовых снимков. Под несколькими слоями голубой краски спрятаны крошечные знаки в виде треугольников и кругов, образующих последовательность, совпадающую с древнегреческим числовым кодом, использовавшимся для посланий философских школ Александрии. Немецкий инженер Петер Хартман вскоре после открытия предположил, что эта последовательность, если ее заполнить недостающими частями, может означать координаты конкретного места, точки пересечения трех улиц в самом сердце Сен-Реми. В докладах музея Ван Гога в Амстердаме сохраняются рисунки, сделанные с помощью инфракрасных сканеров, где в завитках видны цифры, похожие на латинские 3, 5 и 8. Французская археологическая ассоциация выдвинула гипотезу. Эти числа соответствуют ключевым датам в жизни художника и, возможно, указывают на какие-то важные для него события. В совокупности с обнаруженными ранее символами, эти цифровые шифры превращают картину Ван Гога в целую энциклопедию тайных посланий. Известны и более современные эксперименты. В 1999 году команда из Оксфорда провела математический анализ распределения завитков и пришла к выводу, что схема их движения повторяет алгоритм, применяемый в решении загадок Энигмы, легендарной шифровальной машины. После этого энтузиасты разработали компьютерную модель «Звездной ночи» и получили на выходе зашифрованное латинское слово «lux», что переводится как «свет». Все эти открытия, гипотезы и символы, скрытые в вихрях неба, складываются в запутанную, но удивительно логичную мозаику. Многим кажется, что если ключ к разгадке тайного кода Ван Гога и существует, то найти его можно только через сопоставление всех найденных фрагментов, математических форм, букв, цифр, астрономических ориентиров и алхимических знаков. Но как другие загадочные произведения искусства помогают расшифровать замысел Ван Гога? Именно об этом пойдет речь дальше. Постепенно разобрав завитки, странные числа и странные фразы, исследователи начали сравнивать «Звездную ночь» с другими загадочными произведениями искусства, чтобы найти схожие признаки скрытых кодов. Одним из самых известных примеров стала «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. В начале 21 века итальянский историк Сильвия Бенедетти провела цифровой анализ портрета, используя инфракрасную технику. В левом глазу Моны Лизы она обнаружила микроскопические символы, напоминающие латинские буквы и числа.
В районе моста на заднем плане проглядывали очертания координат, которые совпадали с местоположением старинной виллы неподалеку от Флоренции. Этот метод подтолкнул энтузиастов вернуться к звездной ночи с новой оптикой. Теперь в каждом завитке неба старались рассматривать не только художественную деталь, но и потенциальный код, зашифрованный подобно тайным знакам в творениях Леонардо. Еще одним примером стала фреска «Тайная вечеря», где, как выяснилось в начале 90-х, расположение рук апостолов и хлеба на столе воспроизводит определенную музыкальную гамму. Итальянский музыковед Джованни Мария Пала разложил позиции апостолов на нотный стан и получил мелодию, которую некоторые исследователи окрестили «песней да Винчи». Когда этот опыт попытались перенести на ритмические завитки «Звездной ночи», заметили, что интервалы между завитками частично соотносятся с простыми музыкальными последовательностями, а выбор цветовых пятен на полотне может воспроизводить структуру многоголосой музыкальной темы. Отталкиваясь от этих находок, внимание экспертов обратилось и к картинам Иеронима Босха. Его «Сад земных наслаждений», созданный в XV веке, содержит десятки мелких, едва различимых персонажей и символов. В 2009 году спецгруппа испанских историков с помощью компьютерного увеличения выявила на крыле одной из птиц музыкальные ноты, сложенные в простую мелодию. Это открытие стало одним из поводов заново изучить небо звездной ночи. Искусствоведы из Голландии использовали тот же алгоритм увеличения, который позволил различить невидимые глазу линии и символы между мазками краски. Сравнивая работу Ван Гога с полотнами Сальвадора Дали, исследователи отмечали повторяющиеся мотивы двойных образов, где за видимой фигурой пряталась скрытая. В постоянстве памяти Дали скрывал портреты людей и животных внутри плавящихся часов. Такая техника сопоставления дала новый толчок для изучения звездной ночи. Команда французских экспертов наложила на холст цифровые фильтры, которые впервые использовались при датировке фресок в Лурде. Оказалось, что часть завитков совпадала с формами человеческих лиц или животных, если перевернуть изображение или изменить яркость. Появилась версия, что Ван Гог зашифровал личные воспоминания в форме ночных мазков, как это когда-то делал Дали с шифром образов. Отдельно упоминалась «Тайная вечеря» Паоло Веронезе, где во время реставрации в 20 веке под слоями старого лака были найдены замаскированные надписи, совпадающие с финансовыми документами семьи заказчиков. Этот пример вдохновил реставраторов в Амстердаме провести химический анализ краски на звездной ночи. В результате под основным слоем был найден таинственный знак, похожий на герб одной из масонских лож Франции XIX века. Параллели проводили и с лестницей Иакова Уильяма Блейка, в которой ряд символов на фоне неба складывался в слова на иврите. Английский филолог Роберт Хэнсон заметил, что завитки звездной ночи при определенной разметке образуют подобие алфавитного ряда, если наложить их на лестницу из работы Блейка. Этот подход дал повод искать фрагменты имен и посланий, встроенных в крупные мазки Ван Гога. Картины Гюстава Моро «Орфей и явление» анализировались на предмет включения религиозных символов среди фантастических сюжетов. В 1965-м французская команда экспертов обнаружила на фоне некоторых работ Моро последовательность кружков и квадратов, которые соответствовали шифру каббалистов. Попытка использовать этот же алгоритм для анализа расположения окон в домиках звездной ночи показала, что схема повторяет символику древа жизни из каббалистической традиции. Среди современных художников эксперты выделяли Джексона Поллока, работы которого по результатам фрактального анализа содержат математическую структуру, схожую с природными законами. В 2000-х математик Карен Грей применил тот же анализ к мазкам Ван Гога и выяснил, что вихри на небе повторяют закономерности, свойственные турбулентным потокам воздуха, словно в каждом завитке заложена не случайность, а строгая физическая формула. Наконец, отдельного внимания удостоились древние наскальные рисунки в пещере Ласка, где расположение животных и знаков полностью совпало с положением звезд на ночном небе доисторического периода. Французские астрономы стали искать аналогии между компоновкой звезд в звездной ночи и созвездиями, отмеченными в Ласко, и пришли к выводу, что Ван Гог мог бессознательно воспроизвести древнейший код гармонии между человеком и космосом. Сравнив множество произведений, ученые увидели, что «Звездная ночь» не просто наследует традиции шифрования, а создает свою собственную систему посланий, где переплетаются музыка, математика, религия и астрономия.
Это сближает картину Ван Гога с самыми загадочными феноменами в истории искусства, но в отличие от многих других полотен, ее код до сих пор остается неразгаданным. И именно поэтому ученые не останавливаются, ведь современные технологии уже позволяют посмотреть на знаменитое полотно с еще более неожиданной стороны. Погружаясь в самую гущу загадок, современные исследователи задействовали передовые научные методы, чтобы подступиться к разгадке возможного шифра, запечатленного Ван Гогом. В начале 21 века группа физиков из Кембриджа использовала лазерную спектроскопию для сканирования мельчайших частиц пигмента, не нарушая структуру масляного слоя. Их интерес вызвало то, что в областях пересечения основных спиралей и звезд были обнаружены частицы редкого минерала ляпис-лазури с прослойками золота, что создавало своеобразный искусственный свет, видимый только под определенной длиной волны. Это совпало с упоминаниями Винсента в письмах о поиске невидимых лучей истины и стало первым реальным подтверждением его намерения добавить скрытый смысл на физическом уровне полотна. Параллельно специалисты по цифровой обработке изображений из Калифорнийского университета разработали сложную программу, способную распознавать закономерности в расположении мазков и контуров. При многократном увеличении завитков были выявлены микроскопические шаги между слоями краски, каждый из которых повторял один и тот же интервал, аналогичный интервалу в известной последовательности пизанских чисел. В эксперименте участвовали и компьютерные лингвисты. Анализом распыления точек и линий в небе удалось составить карту, где каждый завиток соответствовал определенной букве латинского алфавита, а переход от одной спирали к другой фиксировался как переход к новой фразе. Итоговый анализ показал, что в центральной части полотна появляются комбинации, совпадающие с латинскими словами «lux», «initium» и фрагментом слова «veritas». В переводе это означает «свет начала» и «истина». Новое направление исследований предложили ученые из Японии. Они применили аппарат магнитно-резонансной томографии, чтобы без разрушения изучить глубинные слои краски. Оказалось, под основным ночным небом спрятан еще один более ранний набросок. Композиция, где на месте городских домов и кипариса были лишь знаки, похожие на алхимические символы воды и земли, а между завитками проступали силуэты треугольников и кругов. Сопоставив их с европейскими алхимическими трактатами, команда пришла к выводу, что они идентичны знакам, используемым для закодированных посланий в орденах XIX века. В 1994 году команда математиков из Принстона впервые использовала фрактальный анализ вихрей на небе. Компьютерная модель показала, что каждый завиток четко соответствует фрактальным закономерностям, повторяющимся в природе, в спиралях галактик, в штормовых облаках, морских раковинах. Эти закономерности были зафиксированы и выведены в числовом виде. Интервалы между завитками соответствовали числам, равным расстояниям между музыкальными тонами в классических мелодиях XIX века. Математики смогли построить целую таблицу, где каждый мазок стал частью сложного алгоритма, используемого в поздней криптографии. Особо поразил исследователей результат инфракрасного анализа, выполненного в лаборатории Глазго. Под слоями синей и желтой краски в районе самого яркого завитка проявился фрагмент надписи на иврите, который совпал с хронограммой, датируемой летним солнцестоянием 18 июня 1889. Именно в этот период Ван Гог работал над «Звездной ночью». Эта находка указывает на то, что художник сознательно включил в полотно дату окончания работы, зашифрованную в символах древнееврейского календаря. Еще один этап исследований связан с анализом акустических свойств картины. В начале 2000-х группа физиков-акустиков из Манчестера направила на полотно микроволновые импульсы и сняла отраженные сигналы. Выяснилось, что определенные участки завитков реагируют на волну так, словно в их строении заложена структурированная периодичность, напоминающая строение музыкальных шифров. Программно реконструируя полученные отклики, ученые записали своеобразный музыкальный фрагмент, который был необычно близок к народной французской колыбельной, популярной в период жизни Ван Гога. В последние годы наиболее смелые открытия сделали исследователи из Амстердама, объединив методы трехмерного моделирования с данными о температурных и атмосферных условиях региона. Они полностью воспроизвели вид ночного неба, который мог наблюдать Ван Гог во время написания картины.
Сравнив геометрию расположения каждой звезды и завитка с архивными картами звездного неба, команда установила, что определенные комбинации светил, завитков и окон городских домов образуют узор, схожий с расположением символов на масонских картах конца XIX века. Это наглядно доказало сознательный подбор художником деталей и их точной взаимосвязи друг с другом. Самым свежим достижением стала попытка перевести картину в цифровой код с применением искусственного интеллекта. Алгоритмы глубокого обучения, анализируя миллионы пикселей, выделили в полотне повторяющиеся структуры, которые невозможно было заметить без компьютера. Оказалось, что в каждом сегменте неба скрывается фрагмент загадочного паттерна, повторяющегося в известных шифрах эпохи Ван Гога. Исследователи уверены, что расшифровка этих последовательностей могла бы привести к появлению нового послания, возможно, того, о котором художник писал брату Тео. Объединяя усилия химиков, математиков, физиков, искусствоведов и экспертов по компьютерным технологиям, наука все ближе подбирается к раскрытию главной загадки «Звездной ночи». Каждый новый эксперимент открывает перед исследователями еще один уровень кода, будь то фрактальные узоры, алхимические знаки, астрономические совпадения или математические последовательности. Но несмотря на этот впечатляющий прогресс, никакой окончательный ответ пока не найден. И именно поэтому легенда о шифре Ван Гога продолжает вдохновлять все новые поколения искать разгадку, вновь и вновь возвращая их к магии завораживающего ночного неба, где, возможно, до сих пор скрыто самое личное послание гения.